Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Жить в России». Меня зовут Влад. Наша семья 14 лет назад вернулась из Европы, переехала в Россию. И мы живем в Белгородской области. Наш канал о нашей семье, о семье переселенцев, а также о других семьях, тоже об этом показываем. Если вы впервые на нашем канале, то подпишитесь, чтобы YouTube вам предлагал наши ролики. Вы, может быть, что-то для себя интересное увидите, что-то узнаете. Сегодняшняя тема ролика очень интересная. Вы знаете, меня, наверное, никогда без контента не оставят. В основном я показываю просто нашу спокойную российскую жизнь, но мы все равно связаны с Германией, связаны родственно. То есть у нас там родственники, у Кати там практически почти, наверное, вся родня. Часть уже переехали в Россию, тоже вернулись. Вот, но большая часть там находится. Моя часть родственников как жила в России, так и живет, а другая часть, в том числе моя мама, мой родной брат, живут в Германии. Вот, и мы связаны с Германией, то есть мы общаемся, мы разговариваем, к нам постоянно приезжают какие-то переселенцы, ко мне обращается уйма людей, особенно сейчас, вот снова новый сезон, и как правило, когда теплый сезон начинается, люди обращаются в плане переезда и так далее, то есть много вопросов. Поэтому как бы мы не совсем абстрагированы от этой страны. Мне иногда пишут: забудьте уже про эту Германию, уже переехали. Да мы ее забыли, в принципе, давно, но она сама о себе напоминает, когда мы каждый вечер разговариваем с родственниками, они нам рассказывают, что там происходит, ну и это как бы по-любому это как-то вот у тебя все на слуху постоянно. Но то, что я увидел сегодня, я выставил, кстати, на втором телеграм-канале это видео. Сейчас я вам этот ролик покажу. Я думаю, что YouTube такое не заблокирует, но, знаете, это должен блокировать наш мозг, наша душа, и не принимать такое, то, что я вам сейчас покажу. Все, что вы увидите, происходит, сейчас вам зачитаю. Это служба, в кавычках, в Падеборнском кафедральном соборе 13 века в германской земле Северная Рейн-Вестфалия. Значит, исковеркано все, комментарий автора, исковеркано все, вера и смысл, даже песня австрийской группы Opus. То, что происходит под песню Life is Life. Знаете эту песню, она была некогда популярна. Ну, в общем, достаточно слов, посмотрите этот ролик и сделайте вывод. То есть все, что происходит, происходит в церкви, в здании церкви. Хотелось бы немного это дело прокомментировать, друзья. То есть, когда мы уезжали, когда мы собирались еще уехать, а это было уже, если мы здесь 14 лет, собирались мы, наверное, лет 5, то есть там были проблемы немножко со здоровьем, проблемы с деньгами, не так просто было нам уехать. То есть 19, грубо говоря, лет, ну пусть даже 20 лет назад, нам говорили, что мы ненормальные, что зачем вообще, куда мы собираемся переехать, в Германии все прекрасно. Но сегодня у нас на дворе 2025 год, а еще раньше, в 2000 году, поправьте, может 2001 это был, то есть это был тот год, когда Германия перешла на евро. Валюту. Вот именно в этот год Германия разрешила, евангелическая церковь Германии, она разрешила венчание сексуальных меньшинств. Я буду очень осторожен в выражениях, во фразах этих. Разрешила их венчание в церкви. Вот, и церковь уже начала их провозглашать там, мужем и женой. Да. Вот. Чуть позднее им уже разрешили усыновлять, удочерять, значит, однополым детей и все такое.
Об этом были несколько роликов тоже у нас на нашем канале, вы знаете. Это все, я сейчас об этом не буду. Но когда мы там жили, когда мы собирались еще только переезжать, и об этом так, знаете, осторожненько с людьми делились, нам говорили, что мы ненормальные. Что в Германии все хорошо, что Европа, она впереди планеты всей. То есть Европа, Германия впереди всей Европы. Вот на нашем континенте это самая-самая такая развитая цивилизация. А если вы собираетесь уехать в Россию, то там вас ждет. И там перечислялось. Значит, знаете, в принципе, у людей тех, у которых были такие аргументы, у них были действительно козыри в руках. И меня можно было в тот момент упрекнуть чем-то. То есть мне говорили: у тебя жилье есть в России? Я говорил: нет. Жилья нет у тебя. У тебя гражданство есть? Нет. А получить его знаешь, как сложно? Знаю. А на тот момент его получить было вообще очень сложно. Так, мне вот это перемотаем. Я не люблю всякие рекламы, тем более такие вот. Это бред какой-то. Давайте мы включим что-нибудь красивое, пение соловья. Давайте мы вот это 4К видео красивое, и пусть оно идет, да? И эти люди действительно, когда упрекали меня в том, что я собираюсь уехать, они действительно с их позиции, они действительно, мои планы выглядели безумием. И мне говорили мне об этом на работе. Ты вообще ненормальный, куда? У тебя детей 3. Кстати, 4-й родился перед отъездом. Саша, ему было 3 месяца, когда мы уехали в Россию. И если мы все еще оформили, вот тогда вышла госпрограмма, мы уже стали, вот тут все, упрощенка пошла вот это. И мы стали участниками госпрограммы, мы были одни из первых, мы приехали в консульство, там в консульстве все удивлялись, вообще, что за программа, что такое вообще, кто куда переселяется, ничего понять не могли. Еще сами консулы еще плохо знали это все, то есть не понимали даже нас, даже консулы нас не понимали. Хотя некоторые работники, они действительно, вот я помню, мы пару раз встречались с такими, которые говорили: ребята, вы назад в Россию хотите? Мы говорим: да. Какие вы счастливые. Вот так нам говорили работники, которые там в консульстве работают, наши вот российские граждане, да. И знаете, таких такого когда тебе скажут среди вот этой тьмы негатива и противостояния, когда тебе один человек скажет, который тебя поймет, найдется человек, который тебе скажет: какие вы счастливые, что вы уезжаете назад. Вы знаете, вот это все перекрывало. Весь этот негатив, все это противостояние. И ты снова окрылялся, ты понимал, что вперед. И мы собирались, и мы осуществили это, да. И знаете, мне говорили: да все нормально, все хорошо. Но надвигались эти тучи на ту же самую Германию. Надвигались тучи, надвигалось вот это вот то непонятное, что мне сегодня в комментариях часто люди пишут. Ведь сегодня, в принципе, вы можете меня не слушать. Вы почитайте под подобными видео просто комментарии людей, которые в Германии живут, которые пишут просто сами о своей жизни. И вы все поймете. То есть тот, кто хочет слышать, тот услышит. Кто противится, бесполезно ему что-то доказывать. Ему будешь в уши вот так кричать, он не услышит, потому что он просто не хочет этого слышать. Есть люди разные. Есть люди, которые за, которые против. Есть другая категория людей, которые хотели бы, но не могут. Хотели бы, но не могут переехать. И действительно, это большая проблема для нас, тех, которые здесь, в России, помогают каким-то образом. Для нас действительно это проблема, помочь таким людям, потому что им нужно приехать, но не могут как? Не могут материально, очень часто. То есть, вопреки расхожему мнению, что в Германии все богатые, это далеко не так. И не все могут переехать в Россию так просто. Да? То есть, если нет денег, то фактически у тебя ничего не получится без денег. Как у немцев есть пословица «ohne Moos nichts los». Без денег нет никакого движения, да? Нет никакого движения, да, по-другому, наверное, не скажешь. Nichts los. Ничего не происходит. И, друзья, вы знаете, я вновь и вновь убеждаюсь после таких вот видео, когда мне такое присылают, еще что-то я в телеграм-канале своем выставляю, поэтому подписывайтесь, друзья. У нас 2 канала. Иногда на нашем семейном я что-то выставляю, иногда, чаще всего вот на 2-м канале. 1-й канал «Жить в России», 2-й канал «Жить в России 2». И 1-й канал посвящен нашей семье, 2-й канал посвящен, скажем, таким каким-то интересным моментам, которыми я тоже хотел бы делиться. И делюсь на том канале. Знаете, многие это видят, понимают и говорят: Германия уже далеко не та, давно не та. Мы приехали сюда с родителями, мы понимаем, что просто,
приехали в одну страну, живем сегодня совсем в другой и решаются переезжать. Для тех, кто решился переехать, я хочу вам сказать, друзья мои, приедьте в Россию, сначала посмотрите. Потому что встречаются такие случаи. Вот сегодня я с женщиной разговаривал, она говорит, наверное, я слишком долго прожила в Германии, я от некоторых вещей отвыкла. Вот, и мы с ней обговаривали эти вещи. Я говорил ей, что, смотрите, есть человеческий фактор, где-то вот такое происходит, где-то вот такие моменты, да. Мы вспомнили ту же Германию, и там вспомнили те же такие моменты, такие же моменты были, такие, тоже человеческий фактор. Где-то есть хорошие люди, где-то есть плохие, это везде, это всегда так было. Недавно мне написала женщина на канале, не мне лично, на канале написала женщина, 8 детей у них. Это верующие люди, 8 детей, они хотят уехать на Алтай. Они понимают все это, они все это видят. И знаете, как Библия говорит, благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Вот так происходит с некоторыми людьми, которые не хотят видеть беду или не видят ее. Я не берусь сейчас судить людей, кто там видит, кто глупый, кто умный. Нет, это вообще не мое дело. Я просто к тому, что люди, которые пробудились, и они видят, они понимают, у них глаза видят, у них разум реагирует на это, они понимают, что это та ситуация, действительно, в которой они оказались. То есть другие люди не видят и не хотят. Они не хотят это видеть, и не хотят это понимать. Они говорят, нет, все прекрасно. Они одели шоры для себя, как вот лошадям одевали. И они говорят, нет, у нас все прекрасно, у нас все хорошо. И они дальше своего дома никуда не ходят. Бывает только там, может быть, на работе. А в Германии, в принципе, жизнь такая, работа-дом. Там ничего другого-то, в принципе, нет. То есть дом, работа. Ты не особо как бы там общаешься с людьми, много чего-то узнаешь, где-то что-то. Там как бы, на мой взгляд, как я воспринимаю жизнь в Германии, то есть для людей, которые вот любят смотреть телевизор, это, знаете, вот телевизор вечером, они слушают, их зомбируют, они на работу приходят с этим, они это все обсуждают, они недовольны, они высказываются, они ворчат. А потом все, выпустили пар, поработали, заработали там свои деньги сегодня, приходят домой, у них этот день, у них этот вечер повторяется так изо дня в день, изо дня в день. Единственная возможность – это уехать куда-то, иногда в другую страну и где-то там оторваться, скажем так, да, как немцы на Малорку уезжают и там отрываются страшно, по-страшному просто, да. Вот. Но дело-то не в этом совсем, это все не наша тема сегодня, да. Я просто к тому, что многие люди видят, понимают то, что происходит в Европе, и они переезжают. И вот для тех людей, которые переезжают, которые видят вот это вот все, которые все это понимают, что вот это неправильно. Как я сказал, что YouTube может не блокировать это, да, но это должен заблокировать ваш разум. Ваша душа не должна эту содомию принять. Вы посмотрите, если здесь в церкви происходит вот такое, когда размахивают голыми курями, поют, что жизнь есть жизнь, и я там прислушивался к словам, пытался понять этот смысл, насколько, я не знаю, если вы подкорректируете, кто может перевести, вот этот расслышал, этот весь текст, на мой взгляд, там речь идет о том, что, значит, зарубить курицу там или свинью, или еще какое-то животное, то есть что-то такое, речь об этом идет. И это поется в церкви. О чем вообще, ребята, о чем речь? Если мерзость такая, знаете, запустение на святом месте, если это церковь 13 века, где поклонялись Богу, и сегодня там вот такое происходит безумие полное, чего вы хотите? Какого будущего страны вы хотите? Я не представляю просто. Я не говорю, что в России все прям прекрасно, и мы тут прям в раю живем, знаете, и все прям святые. Такого нет, конечно. Ни в одной стране такого нет. Но у нас такого безумия нет, ребята. Ни в одной церкви. Вы придите сегодня, может, в сектах каких-то есть, но вы придите в православную церковь, придите, у нас, я знаю, в Калининградской области мы жили, там был кафедральный, католический костел, по-моему, назывался. Там такого не было. Вы придите в евангельскую церковь, в здравую евангельскую церковь, да, протестантскую, там тоже такого не увидите. Там будет просто читаться Слово Божье, будет молитва и пение. Но в Европе вот такое становится нормой сегодня. И те, кто это видит, понимают, что нужно что-то делать, потому что будущего здесь нет. И его нет, когда вот такое. Пока израильтяне не просили прощения у Бога, не смирялись перед Ним, ничего хорошего не было. Они были в рабстве. И Германия сегодня порабощается. Порабощается чужими народами.
И им нечего ждать. Это как было с израильтянами, с евреями, у них так было. Да? Приходили чужие народы, и языка, которого они не знали, эти люди, они их приходили лепечущими устами, говорили непонятные вещи на незнакомом языке, и их порабощали. И то же самое сегодня происходит в Германии. Языки, которых они не знают, эти люди приходят, они их встречали сначала с цветами и конфетами. И что теперь эти люди там делают? Что там вот творится? Ведь уже давно не секрет, что это многие из этих людей, это спящие ячейки, это молодежь заехала, молодежь, готовая воевать. Не дай бог, ребята, чтобы там что-то произошло. Посмотрите, сегодня Европа, их настрой против России, они Россию называют агрессором. Россию, страну, которая защищает свои права. Да? НАТО приблизилась, Россия говорила, нет, не делайте этого. Это шло давно. И Россия говорила, не надо, не надо, не надо. Но они приблизились и встали здесь, вот, встали здесь, под Харьковом. Друзья, куда дальше? И Россия сегодня агрессор, потому что она защищает свои права. Саддам Хусейн тоже был плохим агрессором, потому что он защищал права своей страны, Ирана. Он тоже был плохим. Когда надо кого-то убрать, его объявляют вне игры, его объявляют агрессором и просто убирают. Сегодня так и делается. Поэтому, друзья мои, кто видит это, а это видят многие немцы говорят, что Путин ведет правильную политику в отношении защиты прав и интересов своего государства. Друзья мои, такого отношения к детям, хорошего, к многодетным семьям, я не знаю, в Европе сегодня, наверное, не найти уже. Да, вы можете сказать, выплаты, уровень выплат пока еще в Европе высокий, конечно, возможно, я об этом сейчас не говорю, но отношение к вот просто молодая семья в Белгородской области, конкретно Белгородская область, молодая семья, поженились люди молодые только что, да, можно получить бесплатно участок в таких поселках, в которых небольшое население, для того, чтобы они разрастались и увеличивались. Это не захудалый поселок, вы здесь таких не увидите, чтобы он был зачуханный, заброшенный там и страшный. То есть это вполне живой поселок. Молодая семья получает бесплатно участок в таком поселке. Берут ипотеку, начинают строить дом. У них рождается первый ребенок. Секунду, одну минутку. Алло? Алло. Алло, Влад, добрый день, это Мария, коллега Ивана. Да, Мария, добрый день. Готовит договор. Подскажите мне, пожалуйста, какая у нас цена договора? Просто у меня сейчас нет документов под рукой. Сумма цены за дом, да. Цена за дом 8100. 8100, все, хорошо. Юрист направляю. А давайте вас в группу сейчас включу. Вы не против, если вас в группу добавлю сейчас? Хорошо, давайте. Я сейчас немножко занят, я чуть позже смогу зайти, посмотреть. Да, как удобно будет по возможности. Без проблем. До свидания. Давайте, хорошо, до свидания. Вот, друзья, еще одна семья покупает дом, и семья из Германии, я имею в виду, конечно, когда я говорю еще одна семья, я имею в виду переселенцев наших. Добавили меня в группу. Вот, значит, мы помогаем тоже, попросили люди, конечно, надо помочь. Я сам ехал вслепую, и вообще никто никого не знал, и ехали, это вообще было, это в то время, это было, наверное, были правы те люди, которые говорили, что я ненормальный, что везу детей. Но, друзья мои, прошло время, и время все расставляет на свои места. И сегодня оказалось так, что мы приехали, и сегодня есть возможность, я этим не хвалюсь никогда, слава Богу за все, есть возможность помочь другим людям. Что-то подсказать, где-то предостеречь, еще что-то. Я бы даже очень хотел, если бы вот это все дело, оно вот как-то вот более сформировалось во что-то государственная, знаете, помощь приезжающим. А я думаю, приезжающих будет очень много. Люди, которые принимают нашу культуру, которые принимают христианские ценности, которые, и причем здесь могут быть, ведь знаете, на Западе православия как такового нет, и люди, которые, может быть, они даже не православные, они могут быть действительно убежденными христианами внутри, в лоне, в католической церкви, но они христиане, они любят бояться Бога, да? Они живут по заповедям, по Слову Божью, они могут быть евангельскими, евангелическими христианами, да? Такие тоже приезжают, мы знаем, из Канады, по-моему, из Америки, да, несколько семей вот приехало. В общем, люди интересуются, у них христианские ценности, они реально хотят
хотят, они реально хотят ехать жить в Россию. И нормальным людям, многие мне пишут на канале, мы рады хорошим людям. Конечно, хорошим людям мы рады. Ведь их там уже в родных странах, их уже там притесняют. Ну ладно, вернемся мы к той теме. Значит, рождается первый ребенок у молодой семьи. И наша область 30% кредита им прощает, списывает. Васька, перестань, тут котенок со мной играет с микрофоном. Васек, попозже поиграем. 30%. Второй ребенок рождается, 60%. Рождается третий ребенок, кредит полностью государство принимает на себя. И фактически вот за 3 года у них дом, и ее уже можно построить дорогим домом, дорогой дом, да, можно взять большую суду, но государство тебе это фактически все перенимает, и все это через 3 года у тебя свой дом, многодетная семья. И у нас самый маленький в Белгородской области, самый маленький отток молодежи в Москву и так далее. То есть у нас меньше всего люди уезжают из области. Область развитая. Я вам сейчас, не знаю, даже если хотите, могу разрекламировать нашу область. Она действительно классная область. Мы сами для себя ездили, подбирали. И в частном, может быть, разговоре, если где-то как-то мы вот можем, кто-то захочет там встретиться, посмотреть, что я могу вам больше рассказать, да, где, что, как мы видели, какие выводы сделали, то есть для себя. Я согласен, сегодня немного неспокойно, сегодня еще создается буферная зона, сегодня какие-то дроны какие-то летают. Сегодня это летает везде. Сегодня разговаривал с женщиной-переселенкой, которая пока находится еще в другой области, недалеко от Москвы. Она говорит, и у нас тут сбивают дроны, говорит, сбивают беспилотники, то есть мы слышим этот грохот там. Вот, поэтому, друзья мои, если вы хотите совсем, чтобы тихо было, да, допустим, вот меня спрашивала недавно семья, она тоже из нашего города в Германии, кстати, где мы жили, тоже меня спрашивали, как, что, где потише. Я говорю, ну, если потише, то, Старый Оскол, скажем, туда, вот в ту сторону, но это уже далеко не Белгород будет, да, как бы, то есть Белгород уровень повыше города. Если совсем тихо, чтобы совсем тихо, то есть вся западная часть России, она все-таки где-то раздается, какие-то там пока еще летают, что-то ПВО работает. Если совсем тихо, то это туда, за Уральские горы, скажем, в сторону Перми, Якутии, туда. Ну, там будет потише, да, Васек? Васька, ну что ты, иди там на улицу, иди погуляй. Я вам уже рассказывал, что как-то видел ролик с немецкого телевидения, по-моему, это был канал ЦДФ, один из главных. И там такой прикол типа сделали, знаете, была Пасха, и они решили скреативить, знаете, переодели мужика какого-то в Иисуса Христа, одели на него белую мантию, терновый венец. И этот мужик стоял, кривлялся, изображал Иисуса Христа, и его спросили, он про погоду, типа, как там, типа, вам виднее, вы нам расскажите, какая погода будет на Пасху. А потом в конце его спрашивают, вы там вообще сами-то Пасху празднуете вообще, этот праздник еще вообще актуален? И этот мужик говорит, да не, это Пасха, это все уже как бы дело прошлое, это все в истории. И все хихи-ха-ха, вы понимаете, но это... Я вам не скажу это слово, но до чего это было противно. Это до тошноты было противно. Видеть, слышать вот это бесчинство, вот это святотатство. Если бы это у мусульман сделали, этому каналу больше не жить было бы. Но наши почему-то все вот так вот, все, хихи-ха-ха, и все легко, понимаете? Тут нужно немножко глубже думать и смотреть в корень. Это не просто шуточки, это действительно святотатство. И это не останется без наказания. И люди, которые это понимают, они переезжают. Знаете, есть люди, которые переезжают, у них что-то не получается, и они все бросают, они возвращаются. Поэтому я вам хочу сказать, мне рассказывают о таких людях. Слышал, там девочка у одних вернулась, девочка, подросток, у нее там любовь была, она вернулась. И еще в одной семье тоже парень, он вернулся, потому что у него тоже была там любовь, и он вернулся туда. Родители остались все здесь, и другие дети остались. 2 вот таких случая. Но чтобы так конкретно с семьей все уехать, по-моему, еще был, еще один канал был, тоже семья, у них были проблемы, что-то какие-то сложности, они уехали. Очень жаль, что у них не получилось. Но они хотят все-таки еще раз попробовать, попытаться. Я вам хочу сказать, что для тех, кто собирается переехать в Россию, кто думает, кто понимает, кто видит, что творится в Германии, нужно сесть и подумать, подсчитать, рассчитать, подумать, продумать все, знаете.
Богу помолитесь, попросите Его дорогу, путь. Все, предай путь твой Господу, написано в Библии. Предай путь твой Господу и уповай на Него, и Он совершит. Он твой путь совершит. Ты будешь удивляться, как у тебя все будет получаться. В общем, для тех, которые собираются переехать, приедьте, посмотрите. Первый самый главный шаг – приедьте, посмотрите. Изучите, посмотрите Россию, проедьте ее во всех регионах и посмотрите, поговорите с людьми. Ну, вам будут, конечно, может быть, жаловаться и рассказывать, как тяжело живется. Знаете, люди, у которых прекрасный дом и 2 машины, могут жаловаться, как им тяжело живется. Вы как бы делаете свои выводы. Такое тоже есть. Кому-то действительно тяжело живется. Узнайте все насчет пенсии, насчет всего. Подумайте хорошенько, все взвесьте, заходите на наш канал, спрашивайте, задавайте вопросы, что-то чем-то мы поможем, что-то подскажем. Вот, наберите в телеграм-канале Анатолия Бублика, да, они тоже что-то подсказывают и рассказывают, да, тоже волонтерская группа, которая помогает переезжать людям. В общем, перед тем, как вы соберетесь, если соберетесь переезжать полностью уже на постоянку в Россию, сначала обязательно приедьте в гости, посмотрите, взвесьте, подумайте, как вы будете деньги перевозить или обменивать с кем-то путем обмена как-то, да, на рубли. Еще как-то все эти пути, все эти выходы и входы, так сказать, продумайте хорошенько. Вот. И все у вас будет хорошо. Вы, главное, стремитесь к цели, и вы ее достигнете. Вот. Мы живем здесь 14 лет и не жалеем. Все, друзья, меня зовут уже обедать. Спасибо большое. Я вообще вот в простой, просто вот опять в рабочей обстановке, в такой колхозной, с вами решил пообщаться. Спасибо, что вы были на нашем канале. Спасибо, кто это видео посмотрел. Не забывайте, внизу будет ссылочка на наш телеграм-канал, на первый, на второй. Есть мы на Дзене. Дзен сейчас идет премиум. Значит, есть мы еще на Рутуб. И скоро будет платформа. Платформа есть, мы там, но пока не активно. Все, подписывайтесь, если видео вам понравилось, эта тема для вас актуальна, поставьте палец вверх под этим видео, напишите какой-нибудь комментарий, просто привет, просто там мы с вами, напишите, что вы не с нами, вы против, вам не нравится эта тема, что-нибудь напишите. Мы рады всем переселенцам, приезжает уже немало, только в нашем селе 7 семей из Германии, так что, друзья, к всем, кто хочет приехать, приедьте на разведку, посмотрите, оставайтесь с нами. Еще будет много интересных роликов, и я надеюсь. Всем всего доброго, всем всего хорошего. Пока-пока.